Привет! В этом видео расскажу о посудомоечных машинах Hi-Story. Российский рынок бытовой техники продолжает меняться, и сейчас довольно много брендов стараются, скажем так, занять какую-то, естественно, в идеале как можно большую долю рынка в разных товарных сегментах. Что и у кого получится, время покажет. Простите за такой штамп. Мы же, как канал о домашней технике, рады рассказывать обо всем этом чарующем разнообразии. Ведь нам с этим жить, с этой бытовой техникой. Коротко о бренде Hi-Story. Это крупная, в том числе встраиваемая, а также малая бытовая техника. То есть широкий спектр. Можно весь дом, кухню обставить техникой одной марки. А почему нет? Есть сайт history.ru, можно зайти и посмотреть ассортимент. Как все работает? Технику разрабатывают в Азии, Европе, а также в России с учетом специфики нашего рынка, требований пользователей в плане характеристик, функциональности. И контрактное производство в Китае, Турции и Таиланде. А значит, с учетом современных реалий, это бесперебойные поставки как самой техники, так и запчастей, комплектующих для нормального сервиса. Знакомьтесь, узкая модель 45 сантиметров, ширина, загрузка до 10 комплектов посуды, встройка. На российском рынке это очень такой популярный формат. Рассказываю о ней все главное, плюс по ходу мы помоем посуду. Она у нас реально грязная, сутки испачканная, ждала своего часа. В финале посмотрим, как все отмылось. 3 корзины, самая верхняя для столовых приборов и всякой кухонной утвари. Могут и какие-то мелкие предметы посуды поместиться. Она, скажем так, полноценная, широкая и съемная. Бывают модели с такими половинчатыми верхними корзинами, которые вмещают не так много, и часто приходится использовать еще и переносную эту корзинку классическую для столовых приборов. Здесь же смысл в том, что экономится место в нижней корзине, где в эту корзинку маленькую можно не использовать. Значит, можно за раз отмыть больше посуды, в том числе сковородок, кастрюль, тарелок и всего прочего. Третья корзина сверху, штука полезная и удобная. Все отмывается норм, это проверено уже не одним нашим тестом. Однако есть момент, иногда из-за нее может не поместиться что-то в основную корзину, которая под ней. Бокалы, например, выход простой, можно ее снять, но в этом случае ложки с вилками мыть негде. И тут не хватает все же небольшой классической корзинки, лотка для них в комплекте. Чтобы была вариативность в этом плане. Не смертельно, просто такой нюансик есть с этой третьей полкой. В остальном с корзинами все по классике. Средняя переставляется по высоте, опять же, вариативность мытья разных предметов посуды. Как внизу, так и в самой этой корзине. И отлично, что технология изменения высоты установки уже такая прокачанная, современная и удобная. Рычажок жмешь и регулируешь. А то раньше в посудомойках эта перестановка была таким небольшим мучением и даже травоопасна. Была из-за довольно острых концов этих полозьев телескопических. Нет, у Hi-Story все современно и правильно. В нижней корзине есть складные держатели для посуды, что здорово, потому что удобнее размещать разную посуду. Здесь позволю себе вспомнить о нашем большом и весьма популярном видео о том, как правильно выбирать и пользоваться посудомоечной машиной. В нем как раз есть и о том, как правильно ее загружать. Да вообще там много чего про посудомойки есть полезного. Ссылки, как обычно, на экране и в описании видео. Да, еще важное касается, собственно, и корзин, и посуды в них, и в итоге качества мытья. У всех, подчеркиваю, посудомоек Hi-Story 3 импеллера. Нижнее коромысло планетарного типа, оно удаляет такие серьезные загрязнения, сковороды, кастрюли. А разбрызгиватель средней корзины, он обрабатывает водой, среднюю и нижнюю корзины соответственно. В верхней части камеры третий разбрызгиватель, такой душ, что особенно актуально для моделей с 3 корзинами.
программы мытья. Люблю о них рассказывать и всегда говорю, не гонитесь за их большим количеством. Все равно вы в итоге будете одной, двумя, тремя максимум пользоваться. И то третий, скорее всего, редко. Но, так или иначе, некоторый базовый набор программ в посудомойке получите. By default, что называется, по умолчанию. Эко-режим всегда есть, моется все подольше, около 3 часов. А куда спешить? Какая разница, сколько моется ваша посуда, когда вы при этом занимаетесь любыми другими делами. При этом нагрев воды тут в среднем до 50 градусов, что как раз и экономит электроэнергию. Да и самой воды используется на цикл всего 9 литров. Миллион раз проверено, отмываются даже довольно сильные загрязнения. Хотя рекомендован цикл для легких и средних. Стандартный цикл, он рассчитан как раз на такое повседневное использование. Он побыстрее, температура воды тут повыше, еще горячее вода в цикле интенсивный. Он для посуды прямо погрязнее, хотя, повторюсь, в эко-режиме и в стандартном отмывается большинство загрязнений. Не раз это все проверено нашими тестами. Смотрите плейлист о кухонной технике. Есть тут мытье за 90 минут и есть даже за 30. Последнее это если только что использовали посуду и при этом, не сильно грязная она. И режим бережного мытья для посуды, которая в этом нуждается. Если у вас, например, бокалы, не самые дешевые и вообще много стеклянной посуды, настоятельно рекомендую не пренебрегать этим циклом. Это не просто название. Его алгоритм отличается от стандартных циклов как раз, чтобы не портить, не царапать стекло, не приводить со временем к его заметному истончению и излишней хрупкости. Собственно, все программы, тут их 6, и, на мой взгляд, хорошо, что не 12. Напишите в комментариях, какие программы посудомоек, на ваш взгляд, наиболее нужны и востребованными, какими вы пользуетесь, если дома уже есть посудомойка. Кстати, если забыли в посудомойку что-то положить, посуду какую-то, то всегда это можно сделать, просто остановите программу. Логично, если она еще не близка к концу, и добавляйте посуду. Режим половинной загрузки. Если посуды мало, то его использование позволит уменьшить время мытья и в итоге потратить меньше воды и электричества на все это дело. Отложенный старт. Тут понятно, до 24 часов возможна отсрочка начала мытья. Например, весь день собираете грязную посуду, а вечером посудомойка включится и все помоет. Главное, не забудьте положить таблетку моющую или порошок насыпать. У меня такое случается. Отвлекаюсь на что-то, и потом все моется, что называется, зря. Опция усиления сушки. Тут смысл в том, что если она активна, финальное ополаскивание происходит более горячей водой. Поэтому влага по окончании всего мытья лучше и быстрее уходит с посуды на стенки посудомоечной камеры. Конденсируется. И в итоге вы уверены, что посуда точно будет сухой. Не то чтобы без этой функции посуда остается мокрой. Нет, конечно. Но все же это обеспечит гарантированную такую эффективность. Вы знаете, что пластик, например, не сохнет толком в посудомойке. Тут даже такая экстрасушка не поможет. И важно еще по возможности вынуть посуду сразу после окончания цикла. Иначе через некоторое время уже на посуде снова образуется конденсат. Кстати, отчасти все сделать вовремя поможет реализованная тут технология луч на полу. Когда он гаснет, можно открывать и вынимать посуду. Это если нет автоприоткрывания дверцы посудомойки, когда воздухообмен нивелирует этот момент с конденсатом. Кстати, в 67-й модели это уже классические 60 сантиметров ширина, соответственно, и загрузка побольше, больше места для кастрюли, тарелок. Так вот, в этой модели есть автооткрывание дверцы, что как раз спасает от обратного конденсата, и посуда не увлажняется и снова и остается сухой. Какие еще отличия, кроме габаритов, вместимости и прокачанного момента с дверцей? Главное это то, что есть автопрограмма мытья посуды. Тут смысл в том, что машина понимает, насколько она загружена и насколько в ней грязная посуда.
Датчики чистоты воды отслеживают ее загрязнение по первым смывам, а также определяется степень загрузки посуды. По сути, измеряется объем поданной в рабочую камеру воды и объем того, что попало в слив. Часть влаги же она остается на посуде. Исходя из этих данных, машина строит алгоритм мытья, решая, сколько воды и какой температуры нужно, чтобы справиться со всем этим великолепием. А сколько в целом продлится мытье. Это полезная программа, которой удобно пользоваться каждый день для посуды реально разной степени загрязнения. В остальном у этой модели все вполне по классике, что называется, в плане программ мытья. Просто добавлен автоцикл, который упрощает эксплуатацию. Опция «половинная загрузка» тут более продвинутая. Можно выбрать корзину для загрузки, и алгоритм мытья будет оптимизирован. Обычно же вниз кладется что-то с загрязнениями посильнее, а в верхнюю корзину полегче. Отсрочка старта есть, а вот вместо экстрасушки, раз тут дверца приоткрывается, реализовали опцию усиленного отмывания чего-нибудь очень грязного. Тут смысл в том, что к нижней корзине вода подается с давлением посильнее, что вместе с температурой и воздействием моющего средства, и обеспечивает отмывание даже такой очень грязной сковородки. Во всех посудомойках High Story можно для максимально качественного мытья регулировать жесткость воды. Благодаря интегрированному ионообменнику я вам рекомендую это сделать перед началом эксплуатации. Как именно, есть в инструкции. Моющие средства можно использовать любые. Хотите классический порошок, хотите таблетки. Посудомойки сами определяют тип средства, и оптимизируют мытье. Ничего дополнительно не нужно нажимать, активировать. В принципе, если используете таблетки, такие все в одном, соль и ополаскиватель можно не использовать. Но если вода реально жесткая, то дополнительно не помешают они. Смотрите уже по ситуации, по качеству мытья посуды в итоге. Во всех посудомойках High Story есть внутреннее освещение камеры, подсветка при открытой дверце. Но она явно делает легче и приятней процесс загрузки посуды, да и вынимать ее чистую приятно. Все так мило поблескивает, как бы подчеркивая чистоту посуды. Да и фильтры очищать со светом намного легче. Да, не забывайте периодически очищать фильтры посудомойки, оба грубой и тонкой фильтрации. Если этого не делать, качество мытья со временем ухудшится. Фильтры эти задерживают остатки пищи, плюс на них скапливается жир. И с посуды перед мытьем остатки, конечно, удаляйте. Уровень шума у посудомоек High Story не превышает 47 дБ. Это тихо, плюс встройка же на кухне в мебельном профиле. В общем, вы не будете практически слышать процесс мытья, разве что если будет полная тишина, можно будет понять, что посуда моется в посудомойке. У всех моделей есть аквастоп, подача воды будет заблокирована при повреждении наливного шланга. Вообще, длина наливных шлангов тут до 1,5 метра и 1,5 метра шнур питания. В принципе, то, о чем я сейчас сказал, это все характерно для любых современных посудомоечных машин. Просто, чтобы было понятно, что в моделях High Story это все учтено и реализовано. Важно! В обоих форматах, узком и полноразмерном, в модельном ряду High Story сейчас по две модели, которые функционально одинаковые и отличаются только габаритами и вместимостью. То есть 46-я узкая модель из нашего видео на 10 комплектов и ее, скажем так, старшая сестра модель 66-я полноразмерная на 14. И вот 67-я модель из нашего видео полноразмерная, и у нее есть узкий двойник в плане функциональности, модель 47-я. В целом, 7-я серия несколько более продвинутая технологически, в том числе и по энергоэффективности. У седьмых моделей он А3+, а у шестерок А и 2+. Поэтому семерки подороже шестерок, но там не огромная разница в цене. И вот, как я люблю говорить, вы все видели сами. Посудомоечные машины High Story — нормальные современные посудомойки. Какими они должны быть, в наше время. Ничего космического, удивительного, суперинновационного, сверхъестественного за невероятные миллионы тут нет. Зато в них есть все то,
что пригодится для качественного мытья посуды. Тут, кстати, классы мытья и сушки наивысшие А. Плюс мытье посуды в посудомойке – это реально значительная экономия воды. Если есть возможность, кстати, рекомендую ставить 60 сантиметров. Ну, просто потому что больше загрузка. Это часто реально удобно. Ну вот серьезно, я сейчас один живу, у меня полноразмерная модель, и если я провожу день дома, там что-то готовлю, к вечеру она полная. Все полезные ссылки на технику внизу в описании видео. Ну и не забудем про результаты теста. Честно говоря, я не особо сомневался в том, что посуда будет чистой. Ну, потому что современные посудомоечные машины, они, в общем, легко справляются с разными загрязнениями. При этом существенно экономится вода. Посудомойка давно не роскошь, а средство повышения качества жизни. Попробуйте, если еще нет опыта, и пишите в комментариях, рассказывайте о жизни до и после появления в доме посудомоечной машины. Ну реально же лучше стало, правда? А эти посудомоечные машины High Story тостер рекомендует. Да, это тостер, мы не делаем из домашней техники сенсацию, мы просто рассказываем о том, как она реально работает. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с теми, кто ищет, но не может найти хорошую посудомоечную машину. Вот вам сразу несколько вариантов. Заходите также на сайт Toster.ru, есть мы в Яндекс.Дзене, в Телеграме и в соцсетях. Там не только наши видео, но и много другого интересного о доме и быте от нашей команды. До новых обзоров и тестов. Пока!